Всем привет, с вами КамАЗ. Наконец-то свершилось это знаковое событие. Хакеры взломали игру Resident Evil 4. Я очень долго ждал выход этой игры, а также ждал, когда ее наконец-то сломают после выхода. И вот свершилось. Буквально 2-3 дня назад ее взломали. Я был просто воодушевлен, стал скачивать и представлял: о боже, какая же отличная будет игра, как же я буду в ней зависать. Вспоминаю 7-ю, 8-ю часть с прекраснейшей графикой, с отличным сюжетом, а также 2-ю и 3-ю часть тоже с отличной графикой, с супер сюжетом. И вот скачал я игру, вот у нее заставка начальная. Значит, начал я в нее играть и предварительно, естественно, зашел в настройки игры. Компьютер у меня, сейчас покажу конфигурацию моего компьютера. Это i5 9400, 16 гектар оперативки, видюшка RTX 2060. Так, ну, в принципе, этого достаточно. Естественно, последняя версия драйвера. Значит, пресет я решил сделать качество графики. Тут вот есть разные пресеты: максимум, трассировка лучей, качество графики. Но думаю, что мой компьютер должен потянуть качество графики, должно быть хорошее. И как бы компьютер такой средненький, не сильный, не слабый. Но думаю, будет отличное качество на моем компьютере. Сейчас посмотрим. Итак, запускаю сюжет. Я немножко уже прошел. Дошел до основной деревни. Помню прекрасно эту деревню по оригинальной игре. Тут, конечно, все поменялось. Но, в принципе, осталось то же самое. И, блять, просто пиздец. Это называется качество картинки. Посмотрите. Какое размытое лицо Леона. Размытые волосы. Страшные текстуры. Страшное окружение. Трава уродливая. Это что за дичь такая? Я когда качал игру, в комментариях видел, что парень какой-то писал, что это просто жесть. Взяли, изуродовали игру, не доделали ее, либо выпустили сырое, либо сделали на скорую руку. То есть сделали отвратительную графику. Вот смотрите, действительно, просто ужасно. Сейчас я здесь побегаю, как будто это какая-то такая дешманская консоль там предыдущего поколения, и на ней выпустили современную игру, и все, что можно было, взяли тупо и порезали. Ну, картинка реально отвратительная. И размытая, и нечеткая, и текстуры стрёмные, короче. В общем, мне не нравится. Ну, просто я сейчас побегаю, покажу, что реально уродство какое-то. Думал, ну вот, хотел поиграть в хорошую игру, а получил какое-то говнище. Но все оказалось не так. А на самом деле качество графики здесь лучше. Это просто почему-то, по какой-то причине вот так вот выглядит качественная картинка в этой игре. Я не знаю, с чем руководствовались разработчики, но это не качественная картинка, это просто уебанская картинка. Сейчас я покажу, как настроить эту игру так, чтобы она выглядела просто как конфетка. И в нее будет и приятно играть, приятно проходить. Потому что, я думаю, многие, кто зашел в нее, просто был шокирован тем, что увидел. Ну ладно, в общем, побегал. Выходим в главное меню. Нужно выйти именно в само главное меню, а не менять настройки в игре, когда уже бегаешь. Вот здесь, на главный экран нужно выйти. Значит, заходим. Настройки. Графика. Сейчас я сделаю такие настройки, что будет охуительно просто смотреться. Но при этом просадки кадров практически не будет. И эти настройки можно подогнать еще и под слабый комп. То есть у меня вот RTX 2060
На них она идет вот на этих настройках отлично. Также она будет идти там и в каких-то старых видюшках, там типа 1650, там 1050, я думаю, должна вытянуть. Вот, так, ну ладно, в общем, начинаем. Разрешение вот у меня 1К стоит, дальше герцовка 240, частота кадров переменная. Во весь экран, вертикальную синхронизацию оставляем. Разрешение видеороликов как бы стоит 4К, это именно роликов будет, но я думаю, что скорее всего память тоже она тратит, лучше убрать, потому что ролики не так уж важны. Поставим на Full HD. Трассировку лучей лучше отключить, потому что она довольно много жрет ресурсов видеокарты. Значит, вот это дело FFSR2 отключаем. Значит, качество изображения оставляем 100%. Режим отрисовки на сильных компьютерах оставляем обычный. Ну, не на сильных, средних, сильных обычный оставляем. Если компьютер послабже, ставим черестрочный. Вот, сейчас я покажу, как это будет выглядеть. На обычном оставляем. Дальше. Так, сглаживание оставляем обычное. Вот такое вот, то есть FX плюс TAA. Дальше, значит, качество текстур высокое, 2 гигабайта у меня стоит. Поставим поменьше, 1 гигабайт, как бы визуально ничего особо меняться не будет. Вот, ну если прям присматриваться где-то, вот он будет визуально более уродливо смотреться, если мы поставим на низкие. А когда вот 1 гигабайт и выше, то смотрится примерно одинаково. Так что как бы смысла нет ставить 8. Качество фильтрации текстур отставляем, ставим, точнее, анизотропное 16. Качество сеток высокое. Так, можно поставить максимально, ставим максимум. Качество теней тоже ставим максимум. Кэш теней ставим включить. Хотя нет, наверное, лучше отключить, потому что он влияет на кадры. Не, отключим их. Так, значит, дальше контактные тени включено. Рассеянное затенение ставим какао. Дальше качество объемного освещения ставим максимальное. Дальше. Так, значит, здесь ставим высокое. Оставляем включенным. Оставляем включенным. Здесь ставим выключить, потому что видим четкость лучше, когда выключен параметр. Детализация волос. Он сейчас стоит выключен. Мы ставим на высокий. Дальше. Расчленение тел оставляем включенным. Много тел оставляем. Физика тел высокая. Анимация врагов включена. Размытость движения отключаем, чтобы нам картинку красивую сделать. Нужно нахер убрать всю размытость из картинки. Дальше. Качество дождя высокое. Детализация окружения так включено. Блики. Объекты включено. Блики включено. Значит, опять же, вот это вот нахер отключаем. Это тоже дает нечеткую картинку. Глубину резкости тоже отключаем. Тоже дает нечеткую картинку. Так, здесь высокий. Здесь, значит, что у нас? Качество высокое. Так, ну в принципе все. Вот сейчас у меня пишет, что 4,73 гигабайта из 5 доступных. Вот, сейчас я покажу, как это будет выглядеть. Вот сейчас. Сейчас картинка просто преобразится. Прям будет супер-пупер. Так, основной. Продолжить. Заходим. И запускаем уже красивую Resident Evil 4. Не уродливую, а красивую. Ну как вам? Просто посмотрите. Что теперь у нас за картинка? Вот такая вот красотища. Смотрите, волосы Леона какие. Смотрите его морду. Стала отрисованная сзади. Видим, что текстурка двери намного лучше стала. Смотрим растительность. Видим? Да.
Вот как должно быть в этой игре это выглядеть по красоте. Видим, какая стала четкость изображения. Не то, что на какой-то дешманской консоли прошлого поколения играем, а уже играем на консоли Next Gen как будто. Вот, видим, да? Значит, частота кадров у меня сейчас 57-56. Этого вполне достаточно для этой игры. Сейчас пробежимся по той же местности, где я до этого бежал. Убьем эту суку. Старая сука, сдохни. Так, дальше бежим. Смотрим, что там у нас. Ну просто наблюдайте. Смотрите, какая сейчас картинка. Какая была и какая стала сейчас. Прошла вся размыленность. Стала картинка четкая, красивая. И теперь уже в игрушку приятно играть. При этом сохранились высокие кадры. Так, этого петушка мы сейчас ёбнем. Отлично. Ух, ёпта, в меня полетело. В меня полетел топор. На самом деле здесь вот... Ой-ой-ой, блядь. Блядь. О, отлично, отбился от этих уродцев. Пошли вы в сраку. Так. Да тебе, блядь. Я как этот... Как кикбоксер. Как Жан-Клод Ван Дам. Делаю вертуху. Так, ну вот так, в общем, увидели супер картинку красивую. Ну, в общем, вот так вот, такие вот настройки, вот так вот они преображают игру. Сейчас я покажу, что можно сделать, если у вас слабенький комп, ну, послабее видюшка, чем RTX 2060, но картинка при этом останется тоже вот на высоком уровне. Намного лучше, чем вот первое я показывал с начала видео. Такую хероватую картинку, при этом было написано качество. Бля, какое нахуй качество, а? В общем, заходим в настройки. FFSR 2 ставим включенным, ставим баланс. Качество и баланс примерно одно и то же, но при балансе будет частота кадров выше, то есть более слабые видюшки будут тянуть игруху побырее. Сейчас я покажу. И примерно выглядит одно и то же самое, что и без нее. Ну, немножко видно чуть-чуть замытости, но тем не менее на более слабых компах она будет с этой функцией играться побыстрее. Так что вот так вот. Всем спасибо за просмотр видоса. С вами был КамАЗ. Используйте мои настроечки. Счастливо.